Ботулизм. Тема лекции. Кластридиум ботулинум или палочка ботулизма – это грамположительная бактерия, вызывает тяжелую пищевую интоксикацию, вызвана ботулиническим токсином и характеризуется поражением нервной системы. Интересна история открытия возбудителя. Возможно, ботулизмом болели на протяжении всего периода существования человечества. Византийский император Лев VI запретил употребление в пищу кровяной колбасы из-за опасных для жизни последствий. Документально заболевание было зафиксировано в 1793 году, когда в Вюртемберге заболело 13 человек, употреблявших в пищу кровяную колбасу. От слова «колбаса» болезнь получила свое название. В конце XIX века в Бельгии 34 музыканта, готовившихся играть на похоронах, съели сырую ветчину домашнего приготовления. В течение суток у большинства музыкантов начали проявляться симптомы ботулизма. В результате 3 погибли, а еще 10 находились в тяжелом состоянии. Из остатков ветчины и из селезенки пострадавших бактериолог Эмиль ван Эрмингем выделил возбудитель и назвал его Bacillus botulinum. Свойства микроба. Это палочки с закругленными концами размером 4-6 микрометров, подвижные. При неблагоприятных условиях образуют споры, расположенные терминально и субтерминально. Строгие анаэробы, грамположительны. По культивированию на кровяном агаре с глюкозой образуют желтоватые колонии линзообразной формы. Все типы Clostridium botulinum образуют желатиназу, лецитиназу и проявляют широкий спектр сахаролитической активности. Токсины. Возбудитель ботулизма Clostridium botulinum продуцирует экзотоксин. Это самый сильный из всех известных бактерийных ядов. Может быть использован как бактериологическое оружие. По своему действию превосходит химические яды. Из ботулотоксина А получен диспорт. Он используется в косметологии против мимических морщин в минимальной дозе, равной 1/2000 лечебной дозе. Ботулинические токсины выдерживают высокие концентрации поваренной соли, не разрушаются в продуктах, содержащих специи. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их органолептических свойств. Колбаса также аппетитна и замечательный запах. Эпидемиология. Возбудитель ботулизма широко распространен в природе. Обнаруживается в кишечнике домашних, диких животных, попадая во внешнюю среду, в почву, в ил озер, в спорах длительное время сохраняется. Заболевание может возникнуть при употреблении тех продуктов, которые хранились в анаэробных условиях или близких к тому условиях, без термической обработки. Это консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые, мясные. В России чаще заболевание связано с употреблением грибов домашнего консервирования. В Европе
мяса и колбасных изделий домашнего изготовления, а в Соединенных Штатах Америки – бобовых консервов. В этих случаях возникают семейные вспышки заболевания. Преобладают заболевания, обусловленные токсинами А, В и Е. Реже случаи заболевания возникают при заражении спорами. Это раневой ботулизм и ботулизм новорожденных. Своеобразной формой раневого ботулизма является ботулизм наркоманов. Заражение происходит в результате инъекций черного героина. Исходным материалом для приготовления его служит материал загрязненной почвы и контаминированный спорами. У младенцев ботулизм отмечается в первые 6 месяцев жизни. Обращает внимание тот факт, что ботулизм младенцев регистрируется в социально неблагополучных семьях, которые проживают в плохих санитарно-гигиенических условиях. Патогенез. Патогенез очень плохо изучен, и существует множество споров в отношении характера действия токсина на центральную нервную систему. Ботулинический токсин проникает в организм с пищей и всасывается уже в полость рта. Доза поступившего токсина определяет длительность инкубационного периода. Если инкубационный период очень короткий, то симптомы развиваются стремительно. Если количество токсина невелико, то идет постепенный процесс активации токсина. Клиника. Инкубационный период при пищевом ботулизме от 8 часов до 10 суток, а при раневом до 2 недель. Начало заболевания постепенное. Особенность ботулизма – нет лихорадки. И это объясняет большое число диагностических ошибок, особенно при полиморфизме клинических проявлений. Первые наиболее постоянные симптомы – мышечная слабость, ноги ватные и головокружение. Мышечная сила в руках резко ослаблена. Если больной сидит, голова опущена. Он не может сжать руку собеседнику. Нарушение саливации – один из ранних и частых симптомов. Сухость во рту бывает очень сильной. Пациент постоянно пьет воду или смачивает водой язык. Также ботулинический токсин вызывает гастроэнтерит, но гастроэнтерит кратковременный. Тем не менее, больной может попасть на операционный стол ошибочно с подозрением на кишечную непроходимость. Яркий ранний симптом – нарушение зрения. Больные не могут читать текст, лежащий перед ними, и жалуются, что перед глазами появляется сетка. Затем нарушение глотания. Больные жалуются на комок в горле, начинают поперхиваться при глотании, а голос становится гнусавым и тихим. Рвотный рефлекс часто отсутствует. Иммунитет не формируется, потому что летальная доза токсина при ботулизме ниже той, которая понадобилась бы для стимуляции иммунных реакций. Лабораторная диагностика. Исследуемый материал, остатки пищи, рвотные массы, промывные воды желудка, кровь, моча, испражнения. Исследования проводят в 2 направлениях. Первое – это обнаружение ботулинического токсина. С помощью биологической пробы
в реакции нейтрализации с использованием антитоксических сывороток. Биопроба ставится на морских свинках или на белых мышах, которым вводят фильтрат бульонных культур, пищи, рвотных масс. Одной группе животных вводят прогретый фильтрат, и при наличии токсина погибают животные той группы, которым вводили непрогретый фильтрат. Кроме того, лабораторным животным вводят смесь фильтрата с поливалентной антиботулинической сывороткой. При этом животные не должны погибнуть. Второе направление – получение чистой культуры на среде китотородцы. Выделенную культуру изучают и идентифицируют. На конкретных примерах разберем, как проводится диагностика ботулизма в конкретных случаях. После употребления в пищу грибов домашнего консервирования в семье отмечено 2 случая острого отравления с неврологическими симптомами. С помощью какого лабораторного исследования можно выяснить причину заболевания? Какой препарат необходимо экстренно назначить больному? В этой задаче, по-видимому, диагноз ботулизм. Для подтверждения диагноза ставится биологическая проба с остатками пищевых продуктов, с рвотными массами на белых мышах. Для лечения используется противоботулиническая антитоксическая сыворотка. Вторая задача. В инфекционную больницу поступил больной с подозрением на ботулизм. В анамнезе употребление рыбных консервов из бомбажной банки. Как провести лабораторную диагностику и какой препарат необходимо ввести пациенту. Метод диагностики тот же, что и в предыдущей задаче. Биологическая проба, лечение проводится противоботулинической антитоксической сывороткой. Как проводится профилактика ботулизма? Она основана на соблюдении гигиенических требований. Почвенный микроб может попасть в пищевой продукт вместе с частичками земли, но в мясные изделия он попадает со специями, с пряностями, с перцем, с кардамоном, с поваренной солью. Возможен иной путь попадания микроба в мясные продукты от больных животных или непосредственно через мясо, или через кишечное сырье, используемое для приготовления колбасных изделий. Если микроб находится в консервах, то надо знать, что тепловая обработка не уничтожает его споровую форму. В консервах возникает бомбаж. Банка вздувается под действием газа, продуцируемого микробами. Такие продукты нельзя использовать в пищу или кормить ими животных. Лечение. Всегда только в инфекционной больнице. В первую очередь из кишечника пациента удаляют остатки отравленной ботулотоксином пищи и применяют обильное промывание желудка. Специфическое лечение – это срочное введение противоботулинической сыворотки, нейтрализующий яд – экзотоксин. Благодарю за внимание. Что, понравилось? Сейчас плейлист.